Всем привет! В этом видео мы постараемся рассказать, как лучше всего ловить на форелевые личинки фирмы Fish Up. Ловить мы будем на такие приманки, как Пупа, Йочу и Морио. Сразу хочу сказать, что данное видео является инструкцией по ловле форели на силиконовые личинки Fish Up. Начнем с классической и самой популярной среди форелевой ловли, это личинка Пупа. Она выпускается в трех размерах, это 0,9, 1,2 и 1,5 дюйма. На данный момент она представлена в 11 цветах. Кстати, совсем недавно во всех моделях форелевых приманок Fish Up появился черный цвет. Очень, кстати, по-своему уловистый. Даже сегодня вот мы очень неплохо отловили с ним. Пупа по своей форме и дизайну напоминает куколку. У нее плоская нижняя часть и округлая, обтекаемая основная верхняя форма. Пупа производится из достаточно мягкого силикона и в то же время относительно тяжелая, что дает возможность сделать нам дальний заброс. Вторая личинка — это Йочу. На данный момент она существует только в одном размере 1,7 дюйма. Приманка тоже выполнена из мягкого и тяжелого силикона, тоже имеет плоский живот, округлое основное тело, но достаточно острый ребристый хвост, в отличие от Пупы. И, наконец, третья личинка под названием Морио, которая очень сильно отличается от предыдущих двух. Она больше похожа на ребристого упитанного червя, но все еще личинка. Выпускается тоже только в одном размере 1,2 дюйма. Также хотим сказать, что за счет своей конструкции эта личинка идеальным образом подходит для стримовой ловли форели. Но и на ареа-водоемах она найдет свое достойное место по пассивной ловле. Итак, перейдем к монтажу приманки. Для примера мы возьмем Пупу в размере 1,2 дюйма. Это средний размер и самый уловистый. У нас уже есть заготовленный крючок в 4 размере с вольфрамовой головкой. Одевать Пупу лучше всего вот так вот. Вот. Соблюдая при этом симметрию, так как если личинка будет одета несимметрично, она не будет и красиво и стабильно играть, а значит будет входить в штопор или вообще будет тонуть без игры. Приманка при монтаже становится похожа на банан. Конечно, можно одевать и ровно, но клевать, скорее всего, будет только при активном клеве форели. То есть ровно это вот так вот. Вот. А при пассивной форели лучше всего монтажить в виде банана. И лучше всего сразу и приманку проверить в воде. То есть провести ее и влево, и вправо перед ногами. И посмотреть, как же она тонет на паузе. Приманка должна иметь собственную игру, а не тонуть как кусок пассивного силикона. Хотя и на такую приманку тоже возможна поклевка. Теперь попробуем одеть на крючок такую приманку, как Йочу. Йочу она более крупнее, то есть 1,7 дюйма. Приманка точно так же одевается, как и Пупа. Вот, можно вот так вот даже под 90 градусов. Все то же самое, тоже должна иметь свою игру, когда тонет на медленной проводке. Она может иметь высокочастотные колебания, может более низкие колебания иметь, смотря какую скорость проводки делаете и как одеваете. Ну и осталась последняя личинка Морио, достаточно пассивная приманка. Игры как таковой у нее нету из-за особенностей дизайна, поэтому нужно монтажить либо под углом 90 градусов, вот так вот. Вот. Либо вообще напрямую можно, то есть как обычный червяк. Тут требуется еще анимация удилищем. Либо монтажить ее под углом 90 градусов и получить какие-то минимальные колебания на падении, либо при подтяжках. Вот, ведем вправо,
Смотрим, как она играет. Потом влево, допустим. И уже оценивает, насколько она стабильно играет, правильно смонтажена. Играет ли на падении, какой вес головки нужен для более там плавной проводки. Вот таким вот образом можно до заброса проверять, насколько правильно мы посадили личинку на крючок. Вот, например, вот это вот неправильно играет, нестабильно, очень криво сидит. А вот это уже правильно играет. То есть уже хорошо колебания создает. Вот. Так, о проводках. Проводки бывают с разной скоростью, в разном горизонте водоема, с паузами, без пауз, с подтвичиванием или без, активная, пассивная. Проводки также зависят от веса головки на крючке, а также от монтажа приманки. Начнем с активной проводки в толще воды. Берем крючок с головкой потяжелее, приблизительно 0,6, от 0,6 до 0,8 грамм. Делаем заброс, небольшая пауза и делаем небольшие подтвичивания с подтяжками. С такой проводки можно начинать любую ловлю в начале рыбалки. То есть таким образом мы проверяем, насколько активная форель и находится ли она в толще воды. Эту проводку также можно регулировать паузами и скоростью подмотки, тем самым выбирая нужный горизонт ловли. Следующая проводка это уже для более пассивной форели. То есть берем головку поменьше, например 0,2-0,4 грамма, делаем заброс, ждем, когда приманка упадет на дно, и дальше катушкой делаем один оборот и пауза. Вот это она более пассивная. Ждем. Во время падения приманка должна играть и тем самым привлекать форель. Также можно делать паузы на длинных и на длинных паузах форель может подбирать приманку со дна. Ну и последняя проводка это в толще воды на затяжных падениях, на сверхлегкой головке. То есть играть в толще воды с паузами. То есть приманка даже может и до дна не опускаться. То есть это для пассивной форели, которая гуляет в толще воды, но не хочет активно клевать. Еще также мы рекомендуем иметь несколько цветных маркеров, благодаря которым вы сможете разукрасить свою личинку любым другим цветом. Например, можно добавить даже точку атаки.